Друзья, всем привет! У нас интервью с Александром Хвостом Дашкевичем. Саш, привет! Привет! Вы собрались в Киеве на буткемпе. Я знаю твое отношение к буткемпам. Ты считаешь, что они useless, то есть не очень полезные. Ты говорил об этом, по крайней мере, когда были предыдущие составы, что незачем собираться, возможно, играть в онлайне, все будет хорошо. Какое у тебя отношение к буткемпам сейчас? Ну, буткемп это прежде всего как бы для Team Spirit очень важно, для общения и так далее. Поскольку у нас, Глеб месяц его не знали, и из всех составов, грубо говоря, остался я с Дэнди. Там нужно новых ребят, их приобщать, и нам с ними знакомиться заново, так сказать. И поэтому этот буткемп очень важен, не так, как предыдущие. Вот. И, пока дает свои плоды. Хорошо. Много интересных тем, которые нужно обсудить. Прежде всего, это возвращение артстайла. Для многих это является центровой темой в Нави сейчас. Какое было твое ощущение? Вообще, можешь рассказать о том, как происходил процесс его возвращения? Началось все с того, что Фобос нам в один момент написал, что все, ребята, извините, я пошел обратно в Virtus.pro, там Vasus Polar в то время. Это я просто, даже не я был где-то в городе, днем, вечером у нас должны были быть тренировки, мне звонит Зеро, говорит, привет, и сообщает мне очень интересную новость. Я уже был в отчаянии, потому что, очень много мы играли, меняли состав, я не люблю это делать, потому что ты портишь отношения с людьми, и грубо говоря, кого-то вынужден заменять, это никогда веселого мало приносит, и... Я сказал, что мне все равно с кем играть, потом мы начали детальнее спустя пару дней обсуждать, и там был вариант варианты были разные. И вот Глеб мне, не Глеб, мы с Глебом до этого общались, он говорит, я снова хочу играть, давай. Я говорю, давай, Глеб, будешь играть, но у нас все равно не было бы капитана, и все вернулось бы на круги своя. И он говорит, что поиграл какое-то время с артстайлом, и ему очень все понравилось. Мы добавили в скайп артстайла, поговорили. Ваня высказал дикое желание, говорит, что все, я готов, все, говорит, поиграть больше, все, буткемп 3 недели, да, не уезжать не буду. Я подумал, может, другого чувака какого-то подсоединили в скайп, но голос вроде тот же. По итогу договорились, все обсудили пару выходных себе на буткемп, и на 3 недели собрались. Посмотрим, насколько мы продержимся. Хорошо, возвращаясь к уходу Фаника, можешь прокомментировать его уход? Сейчас он не особо важен, но на общее состояние здоровья организации он сказался. Как думаешь, какие у тебя были ощущения, когда он ушел, ты считал, что команда утратила одного из основных игроков, и было у тебя ощущение, я не знаю, что будет дальше? На то время нет. Фобос внушал надежды, он пришел сразу с четким планом и так далее. По итогу, план себя не оправдал, но на словах все было чудесно. У нас даже какое-то время что-то получалось, но мы не могли найти общий язык, точнее, действительно, на словах только получалось, в игре у нас происходил хаос, вечное недовольство друг другом, мы не могли понять, что в игре происходит, капитана как такового не было, то есть Даня пытался, но его решения оспаривали, тоже и я не всегда слушал, и сам Фобос все время не так делал. По итогу вышло, что вышло. Хорошо, сейчас ощущение от этого нового старого состава, все-таки тут 3 человека уже из того звездного, так сказать, состава. Какое у тебя ощущение сейчас от этого коллектива? Мы поиграли не так много, всего 8-9 игр, мы ни одной не проиграли, ни КВ, ни официалки. Одну, возможно, проиграли, но нас выкинуло 5, и там непонятно, что бы было. Общаемся мы очень хорошо, понятно, пока ты не проигрываешь, что все всегда хорошо, посмотрим, как будет. Я очень удивлен тем, что Акбар так себя ведет, потому что он, молодой, во-первых, парень, во-вторых, никто о нем вообще ничего не знал. Он приехал, сразу довольно хорошо влился в коллектив, подсказывает всем, у него какие-то свои идеи, мы их очень реализуем. Он сам берет инициативу, то есть Ваня очень, он как 3 года назад было, то есть капитанил, все беспрекословно выполнялись, так вроде бы и сейчас. Будем надеяться, что так оно и продолжится. У меня ощущение, когда я смотрю на Ваню, что он лидер именно в игре, а по жизни он, есть люди, которые по жизни выделяют себя, ведут себя как лидеры. Можешь сравнить его реального и его в игре? Так ли это? В игре, да, действительно он лидер, и у него есть, может быть, не всегда четкий план, но он знает, что делать, и в случае какой-то у нас непонятки, он сразу же, все негативные моменты накормил, да.
срубает и говорит нам, что типа нет, все, сейчас идем, делаем то-то, то-то, и, ну и пока все получается. То есть, да, там где-то мы, может быть, закидываем из-за неопытности и несыгранности, но всегда он берет все как бы обратно в ежовых рукавицах, нас держит, и мы следуем его плану, и вроде как получается. Как Санейко попал в коллектив, по чьей рекомендации? И, ну, я слышал, ты о нем тоже очень хорошо отзываешься, тебе нравится, как он саппортит. Пару слов о нем. Он вот, когда мы взяли Ваню Ванскора, вот он, Санейко то же самое, как бы, он все сам делает, говорит, там туда-сюда, очень хорошо на линии получается стоять у нас с ним. Он там, ну, дает какие-то инициации, потому что, ну, я вот за 8 месяцев уже могу так сказать, что немного потерял ощущение того, что можно делать, нужно ли это делать и так далее. А тут он как бы со своей молодой головой идет, говорит, да, и, ну, я как раб за ним бегаю, станчики кидаю, мы убиваем. Вот, то есть, как он попал, я поиграл на лиге несколько раз, и, то есть, ну, мне там до этого говорили, что тяжелый человек, что там не всегда найдешь с ним общий язык, мы все 5 игр мы их там выиграли, причем на лиге там Айдек, ну, вроде как серьезные там оппоненты. Всегда он все четенько всегда делал, то есть, ну, очень приятное впечатление сложилось. И по общению, то есть, ну, единственное, как говорили, что, ну, что все говорили, что играет он великолепно, но в общении с ним тяжело. Я вообще ничего не заметил. Мы взяли его пообщаться еще тогда, когда с Фобосом, он пытался давать идеи, но мы их не, ну, как бы полу воспринимали, полу нет. И в итоге ничего не получалось. Но он не унывал и продолжал нам говорить. И вот сейчас это вылилось в то, что Ваня его слушает, мы тоже как бы выполняем. Ну и получается, что человек не зря старается. И впечатление пока великолепное. Сегодня вы начали играть, наверное, и закончите сразу же квалификацию на Red Bull Battleground. Пока что, знаешь, говорят, so far so good, но вы уже успели выиграть 2, скажем так, центровые команды, основных претендентов. Прокомментируй ваш настрой на эти квалификации. И вы же, по сути, толком не играли. Как вам удается вот сразу сыграться и сразу выигрывать? Мы играли до того, как Глеб улетел в Америку, мы играли, потом... Сколько времени? 2 дня. Угу. Вот, потом, ну, мы как бы планировали больше, но там то Даня поехал на SteelSeries, там какую-то, или не на SteelSeries, на какой-то, в общем, митинг с фанатами, что-то такое, да. Потом Глеб улетел с Empire, и то есть мы пытались вчетвером поиграть, но у нас не особо вышло, потому что мы 5-го не могли найти, в итоге каждый занимался своими делами. Но это и хорошо, чуть-чуть разрядились, то есть отдохнули себе перед, ну, как бы важным буткемпом, набрались сил. Вот, потом играли позавчера, вчера у меня там как бы я, ну, за месяц предупреждал всех, что не смогу быть, это плохо, что так сложилось, что за день до как бы этих отборочных, но вышло как вышло, ничего нельзя сделать. Вот, то есть они играли без меня вчетвером, сегодня мы пришли, сыграли 2 КВшки, перед этим вот 2 игры выиграли. Ну, собственно, у нас были наработки, мы знали, чем будем играть, во второй немного у нас поменялось, но в целом, то есть под ситуацию подстроились. И сейчас мы тоже знаем под всех 3 оппонентов, что будем делать. Ну, надеюсь, что все пойдет по нашему плану. Что происходит у тебя дома, когда ты играешь из дому, то есть у тебя постоянно какие-то дедосы, как ты с этим борешься и что вообще за проблема? Да, спасибо Версуте, как бы это ни было странным, он мне там помог. Спасибо еще Вигур, но, наверное, не поймет, это шведский парень, который нам помогает. Вот, они мне там понаскидывали всяких, в общем, способов защиты от дедоса. Я пока еще это не испробовал, но на словах это должно сработать. Ну, да, ну, судя по всему, на деле тоже. Вот, там пришлось кое-что подкупить. Будешь должен. Вот. И, ну, я думаю, что в следующий раз, когда я буду играть дома, меня уже не смогут задосить. Ну, насколько знаю, здесь тоже уже на студии, на базе сделали, и проблем быть не должно. Вроде да. Хорошо. Опять-таки, возвращаясь к картстайлу, к его стилю выбора героев, согласен ли ты с ним, либо ты вот по старой памяти доверяешь, я верю тебе, Ваня, за Ивана буду играть на, не знаю, на дизрапторе. Я готов играть на всем, на чем он скажет, но пока его выбор героев для меня идеален, то есть мы даже на КВшке играли, там пару раз проскакивали слова ликантроп, но вроде как я так подтихаря все как бы заминалось, ничего, ликантропа никакого пока нет. Но я готов играть на всем, чем угодно, то есть как старый добрый они тренировали мою волю, отправляли меня на хардлейн Хускаре, который должен был меку собирать, ходил несколько игр подряд на Хускарах, мартретках собирал меки, хилил типов, и мы выигрывали.
Вот. Тут я уже не в том статусе, чтобы на Хускары ходить, но если что, я готов. Вот. Выбирает героев он по-современному, у него свое видение какое-то, то есть, да, чуть-чуть идеи миксованные, но стиль игры тот старый добрый, который, то есть, там, давай где-то подавим, но из-за версии мы не можем, как бы, да, совсем фривольно чувствовать себя. Поэтому там где-то отойти, где-то собраться, где-то там подождать, переждать. Но его, что в нем удивило, то есть он это все сам проговаривает, он сам об этом всем знает. И нас как бы удерживает от того, чтобы пойти. И я уже почти чувствую, что я почти опять полностью обрел доверие ко всем своим тиммейтам. То есть сразу же бегу на колы. Не сказал бы. Как бы я могу, да, там на словах сказать, что да, конечно, я вообще молодец, но по факту я могу где-то там и загулять, и что-то там сделать вид, что не услышать, или же действительно не услышать. Но тут я знаю, что вот как для него, вообще для капитана хорошего, сильным ударом будет, если его не будут слушать там раз, два, три, типа уже может это сильно повлиять. Как это было с Габлаком? Нет, не с Габлаком. Габлак нормально был. Вот с Дэнди так было. То есть он все там ночь реплей смотрел, там все делал, потом он что-то сказал, но идея как ахинея звучит, но все равно я должен это слушать и делать. Я сказал, что идея фигня, пошел по своим делам, они четвером умерли. Кто виноват? Я сказал, что не я. Рошан. Да, Рошан виноват. Поэтому тут я решил для себя сразу, пусть мы будем там даже проигрывать, но я буду действовать точно так же, как он скажет. Но пока колы все великолепные, вот уже Акбар там дает, и уже и мы сами тоже. Там Глеб, я, Даня говорим, что делать. Получается все хорошо. Вопрос у меня вот о мотивации, опять-таки, об этой синергии команды, когда у всех все получается. Смотри, по сути, Артстайл очень много времени играл, то есть он соскучился за игрой. За игрой, грубо говоря, за хорошими условиями, за турнирами, за статусом, можно так сказать. Ты же, в свою очередь, у тебя, возможно, знаешь, мы это обсуждали с кейсерами, у них была проблема, когда есть зона комфорта. Ты постоянно, ты знаешь, у тебя стабильная зарплата, ты раз в месяц выезжаешь на лан, все хорошо, но по факту результаты Нави показывали, что это не очень хорошая стратегия, тактика. И по итогу наверняка симбиоз в том, чтобы были в команде те люди, которые действительно горят этой победой, этим стремлением побеждать. Как нужно старичкам это желание возобновлять? Да, оно никогда не пропадало, просто единственное, что плохо появилось такое чувство после того, как ты проиграл какой-то лан, что не беда, там еще какой-то будет, да, там или поедешь потом. Вот это нужно сразу же от себя гнать. Вот у меня такое уже было, там мы проигрываем турнир за турниром, я приезжаю на эти ланы, езжу по всему миру и просто я ничего там не выигрываю. Везде там стараюсь, не стараюсь, на это никак не влияет, ты все время проигрываешь. Да, может морально немного упасть, но... А из поражений какие-то выводы делаешь? Или конечно, делаются выводы. Выводы делаются в основном по игре. То есть, что каждую игру, которую мы проигрывали, мы могли ее выиграть, и все на ладони прям лежало. Но не хватало где-то личного скилла, где-то там тимплея, где-то доверия и так далее. Везде что-то по чуть-чуть не хватало. И прям смотришь, настолько детские ошибки, когда в эту игру играешь 10 лет, там, и ты по итогу смотришь, и обидно, и единственное, что, всегда надо искать проблему в себе, потому что другие тоже, наверное, понимают, что они что-то плохо сделали и так далее. Поэтому если вы будете друг другу говорить, да ты вон там стан не дал, ты вон там не блинкнулся, ничего не изменится. Да, это хорошо, что человек будет знать, что он здесь мог блинкнуться, а ты мог дать стан, но по сути ты можешь понять, что лучше бы ты сделал хорошо, а он подстроится, или же наоборот. Вот, поэтому стремление к победам никогда не пропадало. Я, наоборот, не люблю очень проигрывать. И вот когда у меня это появилось, я сильно задумался над тем, что происходит, и как этого избежать. Поэтому сейчас побеждаем, все радуются, довольны. Конечно, намного приятнее быть в такой атмосфере, где все довольны, где все радуются, и вы как команда там пойдете праздновать, да, там где-то позволите себе там что-то покушать. Выпить? Нет? Не, выпить. Вот вчера был день рождения у моей девушки, и я сидел весь вечер, и я знал, что сегодня игры, и у меня там были все друзья, там мои, ее, компания, все выпивают, гуляют. Куча соблазнов таких. А ты сидишь, и я был очень злой, но сдержался, и это приносит свои результаты. Злость на соперниках. Да, сейчас на Empire. Хорошо, вопрос о конкуренции. Вы, когда был первый International, по сути, многие могли считать, что халява, новая игра, новая версия, так вот, повезло. Конечно, халява.
Следующий финал International показали обратно, что Вот там халява. Уже с другой стороны. По сути, сейчас же стало больше скилловых игроков. Каждый, люди видят, как развивается индустрия, и все стремятся играть. Ощущаешь ли ты вот то, что тебе в спину дышат, или, уже, знаешь, можно говорить так, потому что такое есть, что ты видишь людей впереди, да, потому что ты сейчас, не на первом месте, вот, судя по результатам, что вокруг тебя много людей, которые хотят выигрывать, и играть становится сложнее бороться за топ. Роль керри никто не выбирает. Сейчас все самые вот эти молодые скилловые, они все или суппорты, или же мидеры. Пусть суппортят. Это тебя не касается? Не, конечно касается. Заменить, нет незаменимых. Но я не могу сказать, что я уж прям так плохо играю, чтобы меня можно было заменить. Пока я вижу только что люди в основном неопытные, да, там из них можно вырастить что-то, но из меня это не надо растить, я уже давно прошел этот этап. Это из серии такая курточка только у меня и у Майкла Джексона, или машина? Да. Не знаю, будет видно. Да, там я сильно потерял мотивацию, и один момент я уже был готов бросить все и не играть, после этих проигрышей, потому что там ты стараешься, грубо говоря, жертвуешь. Я мало там, да, все равно я на какие-то жертвы шел, но не так, как некоторые. И даже этого мне хватало для того, чтобы думать, зачем я это делаю, и, то есть занимаю чье-то место. Но по итогу мы решили остаться в этом составе и доиграть, дай бог выиграть там какой-то турнир, один желательно, любой. Угу. А там уже будет видно, если там можно забивать. Все хорошо. Да нет, забивать. Если все хорошо, то никогда у тебя не появится желание забивать. Если там как-то, да, там топ-3 и последний там твой, матч, то какой-то отдых себе можно сделать. Но если топ-1, то тебе надо дальше развиваться и получать еще все то, что осталось. Касательно вот этого грядущего турнира, как ты отнесешься к тому, что вам не дадут прямой инвайт на турнир? Пока мы особо и не заслуживаем его. Вот нам надо выиграть эти квалы, отобраться на ESL. Возможно, если вы, ребята, постараетесь, мы попадем на The Summit. Пусть мы его не выиграем, но покажем какой-то результат. Но вы тоже должны постараться. Мы будем стараться. Вот мы 3 недели безвыездно будем сидеть играть для того, чтобы все на свои дела забили, чтобы попасть на турниры. Да, теперь опять настало время, где надо работать, и чтобы получать результат. Вот. Так что будем надеяться, что все получится. И тогда нам дадут инвайт. Я-то из инсайда источников знаю. Если же нет, то будем воевать в котловане, будем вариться с братьями там за инвайт, будем воевать с MVP Феникс там, в общем. Понятно. Вопрос касательно твоей физической подготовки, необычный, резкий вопрос. Ты начал заниматься спортом, да? Можно и так сказать. Ты взялся, грубо говоря, за голову, можно сказать, ты действительно следишь там за питанием, что у тебя происходит? У меня такое случается периодически, но опять же нужен кто-то, кто тебя будет стимулировать и помогать, да. И то есть если раньше мы там с другом в зал ходили, то сейчас там друг не хочет, девушка там взялась за питание и так далее. Она говорит, что худеть тебе не надо, в принципе, но я, можно сказать, сам для себя это делаю. Вот, она там, и пищу готовит вкусную, я и сам там более-менее, бегаю, в зал пока не хожу, потому что, вот так, но регулярно я делаю это. Надеюсь, какие-то плоды все-таки я все получу с этого, пожму. Возвращаясь к голосованию на The Summit, слышал, будет еще какое-то от тебя обязательство, чтобы, да? Будет. Какой-то да будет, вот. Ребята, иду на жертвы дикие вообще, на такое, что в здравом рассудке я бы не согласился, но Олег заставил меня под камерой. Вот. Хорошо, Саш, спасибо тебе большое за интервью. Какие-то последние слова благодарности, приветы, пожелания. Можешь тиммейтам что сказать? Тиммейтам терпения желаю, фанатам аналогично, мы будем стараться. Также спасибо нашим спонсорам, а конкретнее это SteelSeries, HyperX, AOK и Gaming Bets и G2A. Вот. Спасибо вам за то, что вы позволяете нам осуществить этот буткемп, и не теряйте в нас веру. Хорошо, а фанатам? Я передал привет фанатам. Все. И уверенности, и терпения. Спасибо, Саша, удачи. Удачи.